Привет, друзья! Сегодня у нас южнокорейский переводной экзамен из 8 класса в 9. В окружность вписан прямоугольник, ну, большая сторона равна 6, а сверху вписан квадрат, как показано на рисунке, со стороной 2. И требуется найти радиус этой окружности. Ну, в Южной Корее геометрия изучается на очень высоком уровне, и экзамен там сунынь. Самый страшный в мире, говорят. Ну и так, давайте попробуем решить без тригонометрии, поскольку в 8 классе нет тригонометрии, но вы можете решать и при помощи тригонометрии. Напомню, что дано 6,2, и требуется найти радиус. И как же решать с помощью тригонометрии? Нужно взять три точки, лежащие на окружности, образующие треугольник. И тогда по теореме синусов, иногда так называется эта формула, мы легко сможем найти радиус. А – это сторона треугольника, альфа – угол, противолежащий этой стороне. Ну, я могу нарисовать для тех, кто только, может быть, осваивает эту геометрию. Вот так берем, потом треугольничек, вот так, и все. Дело сделано. А на синус альфа. Ну, Б на синус бета, С на синус гамма. Все точно так. Ну, то есть можно найти при помощи тригонометрии. Кто-то спросит, а формула R равно ABC на 4S. Это тригонометрия или нет? Да, конечно. Посмотрите, как находится площадь и как выводится эта формула. 1/2 А на Б и, внимание, на синус гамма. А по нашей формуле С на синус гамма тоже равно 2R. Ну, тогда, заменяя синус гамма на С, деленное на 2R, С, деленное на 2R, мы получим нашу замечательную формулу АБЦ на 4R. Ну, откуда и следует вот эта приличная, конечно, красивая формула. Ну, все, я все удаляю. 6,2, R без помощи тригонометрии. Как решать? Отмечаем центр этой окружности, а затем проведем радиусы в точке N и А. Вот так. А затем проведем перпендикуляр. Он будет серединным перпендикуляром к хорде АБ и хорде НП. Я не буду это строго доказывать. Но вот мы получим два прямоугольных треугольничка. Вот прямой угол одного треугольничка, вот второго. Я сейчас для понимания их выделю. Вот этот треугольник прямоугольный и вот этот прямоугольный треугольник. Может быть, дам две буковки. Пусть эта буква будет Т, а эта буква будет F. И вот теперь у этих двух треугольников гипотенузы ОН и ОА – это радиусы. Правильно? Правильно. Вот эти радиусы мы выразим из этих прямоугольных треугольников. Я возьму даже жирный цвет, чтобы всем было удобно и хорошо видно. Вот чему равна длина вот этого отрезка? Ну, половинки стороны квадрата. Правильно? Единица. Единица. Ну, а дальше что? ТФ равно 2. ФО я обозначу, приму за х. Вопрос возникает, как найти АМ? Ну, наверняка многие видят, что АМ и КБ равны. Ну, как доказать? Ну, можно рассмотреть два прямоугольных треугольника АМН и БКП. Более того, можно рассмотреть равнобедренную трапецию АНПБ. И вы точно без труда докажете, что этот отрезок равен вот этому. И тогда будет 6 минус 2 пополам, а это будет 2. Ну, это для проформы напишем 2. Все. Все готово, чтобы записать нам красиво теорему Пифагора. Итак, первый шаг из треугольника НТО. НТО. По теореме Пифагора получается, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Единица плюс 2 плюс х в квадрате. Ну, здесь, скорее всего, все-таки квадратики я поставлю. Из второго треугольника АФО получается, что r в квадрате тоже равно 3 в квадрате, то есть 2 плюс kf, а kf у нас, напомню, единичка, и плюс х в квадрате. Ну все, составляем уравнение. Единица плюс 2 плюс х
в квадрате равно 9 плюс х в квадрате. Возводим в квадрат. Единица плюс 4 плюс 4х плюс х в квадрате будет равно 9х в квадрате. Уничтожение взаимное. 4х равно 4, х равен единице. Красный возьму. Х равен единице. И задача наша решена. Почему? Из любого из треугольников, например, АФО, мы получим по теореме Пифагора, что ОА, которая R, будет равно корню квадратному из 3 в квадрате плюс 1 в квадрате. Это будет корень из 10. Симпатично? Конечно. R равно корень из 10. Наша задача решена. Напишите, может, кто-то нашел какое-то другое решение. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вы поставили лайк. Задача классная. Ну и, как всегда, большая просьба подписаться, если это вам ничего не стоит, на наш канал. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.